Друзья, на ваших экранах орхидея, от которой два раза отказались получить эту орхидею бесплатно. Даже с учетом того, что все почтовые расходы оплачивал бы я. То есть люди абсолютно бы ни копейки не потратили на то, чтобы получить эту орхидею. Это, друзья, вот такая вот красотка восковая. Посмотрите, какая прелесть. И она на ощупь и визуально создает впечатление, как будто бы вот ее вылили из воска. Прям, да, отлили из воска и окропили вот этими вот темно-вишневыми, темно-свекольными крапушками по всей поверхности вот этих восковых цветочков. Обалденно. Это, друзья, орхидея. Орхидея называется Кресс. Она даже пронумерована. Она в прошлом году у нас принимала участие в розыгрышах под номером 152. Два раза ее выигрывали участники ежемесячных розыгрышев, ну, точнее, 3 раза. 2 раза первых неудачно, оказалось невостребовано. И на 3-й раз этой красотке повезло, и новая хозяйка ждет не дождется, когда наступит тепло, чтобы я эту красотку упаковал и отправил в новый домик. А вот одна из двух зрительниц и участниц розыгрыша, которые сперва выиграла, потом отказалась, сообщила следующее: а зачем мне орхидея, у которой из точки роста растет цветонос? Да, друзья, у этой орхидеи небольшая такая неприятность, которая, ну, как бы, на большинстве подобных орхидей ставит крест в магазинах, их неохотно покупают, ну, тем более, когда видят, что продается такая орхидея, их оставляют на потом. И вот одна из тех, кому должна была достаться эта орхидея, сказала, что мне эта орхидея не нужна, потому что вот у нее из точки роста растет цветонос, и не факт, что эта орхидея, у этой орхидеи будет будущее, а скакать вокруг нее и ждать, когда у нее там появится детка, нет никакого желания. Ну, тут вопрос, друзья, как говорится, вопрос выбора. Когда есть выбор, можно, конечно же, от таких орхидей отказываться, тем более, что если, ну, бесплатно участвуешь как бы в лотерее, да, и тебе достается, или ты приходишь в магазин, и у тебя есть выбор, купить или не купить. И совсем, друзья, другое дело, когда вы покупаете орхидею, вот как я совсем недавно купил очень-очень интересную биглипчик орхидею. И уже она цвела, все хорошо. Я назвал эту орхидею биглип мелодия, потому что... Ой, мелодия. Это биглип, похожая на элегант Пандору, такая роскошная, красивая орхидеечка. И она стояла, цвела, закончила свое цветение. И я собрался ее пересаживать. И вау, друзья, обнаружил, что у нее из точки роста попер новый цветонос. То есть вот так вот нежданно-негаданно у орхидеи вырос цветонос. И знаете, я же еще раз говорю, как одно дело, когда ты осознанно покупаешь такую орхидею, и совсем другое, когда у тебя есть выбор, да, и совсем другое дело, когда ты купил нормальную, полноценную орхидею, и и она тебе преподносит вот такой вот неприятный сюрприз. И сразу же возникают вопросы: а что делать? Сразу, знаете, какое-то разочарование и так далее, там подобное. Вот сегодня, друзья, как раз-таки видео о подобных орхидеях и тема, как ускорить процесс появления
деток у этих орхидей, ну и вообще, собственно говоря, что делать на примере нескольких подобных орхидей, которые вот оказались в подобной ситуации. Но с кресом здесь история такая себе. Я ее целенаправленно покупал, цветущую в магазине, специально, чтобы потом ее разыграть на канале вот с такой вот маленькой особенностью. А вот орхидею, которую я вам сейчас показал, здесь она преподнесла мне сюрприз непосредственно, уже будучи купленной в нормальном состоянии, точно так же, как в свое время, уже, наверное, года 2 назад, покупал в интернет-магазине, даже 3 года назад покупал в интернет-магазине орхидею «Венецианский карнавал». И, значит, она была цветущая, у нее тоже был свой отдельный цветонос, цвел, все, замечательная орхидея. Прислали мне ее по почте, я ее распаковал, поставил, готовился к пересадкам. И когда время подошло, точно так же я с расстройством обнаружил у этой орхидеи, что из точки роста полез цветонос. Это, друзья, именно тот венецианский карнавал, который почти 2 года огромным длинным цветоносом в 1,5 метра свисал вот здесь вот с этой полки задней. И полтора, ну даже не полтора, но вот где-то год и 7-8 месяцев примерно, да, год и 7-8 месяцев он цвел, тянул, доращивал цветонос, доращивал на нем цветы. Я ждал, ну когда же он, у него появится детка, когда же он мне даст детку, и даже успел заказать себе и купить новый венецианский карнавал орхидею. Друзья, это орхидея, кстати, несмотря на то, что биглип, но тоже я как бы ее отношу к легатоподобным орхидеям, потому что чем-то издалека при начале цветения венецианский карнавал похож на орхидею легато, но только с губой орхидея биглип. И вот после того, друзья, мне эта история надоела, и исходя из прошлых своего опыта, наблюдений, понимая, что у меня теперь есть вторая орхидея, венецианский карнавал, я для ускорения процесса появления детки обрезал все еще продолжающий цветущий цветонос. Срезал цветонос и буквально короткий промежуток времени, пару недель после того, как срезал, у этой орхидеи появилась детка. Вот на сегодня эта детка обладает вот своими листиками, видите, вот они листики, то есть это уже новая детка выросла, и эта детка успела зацвести. Вот этот вот витиеватый цветонос, друзья, это цветонос от детки. Я не сразу его заметил, он сперва начал расти от детки и пошел, чуть не ушел в этот, скажите, в горшок. Мне пришлось его нежненько доставать, вот сюда его вытаскивать. И, в общем, сейчас на ваших глазах цветет детка. Вот она. У детки наросли собственные корни. И мамаша раскуклила. Я, честно говоря, даже не ожидал. Срезал цветонос так, чтобы не давать возможности цветения дальнейшего. Осталась только вот олиствелая почка. Это называется олиствелая почка. То есть вот та чешуйка, она превратилась в листик, да. Ну, думал, что уже ничего из него не вылезет. Она, видали, взяла и из-под этого листика мама начала доращивать вот такой вот цветонос. В общем, увидим цветение венецианского карнавала и детки, и самой мамаши. Это вот, друзья, один момент. Второй момент. Буквально несколько месяцев назад точно такая же история. Вот в прошлом году у нас была. Я купил вот как раз орхидею, цветущую орхидею биглип мелодия. Очень красивая, обалденная. Ну, знаете, орхидея стандартного цветения есть мелодия. Называется. А это точно такого же окраса, но только биглипчик. Мы ее с вами, цветущая она была. И как только она отцвела,
мы с вами ее собрались пересаживать. И у этой орхидеи, друзья, был цветонос из точки роста. И вот только после того, как мы удалили цветонос этот из точки роста, обрезали ей цветоносы, буквально прям вот за считанные дни орхидея выпустила детку. К чему я это показываю и рассказываю? К тому, что, значит, один из таких подталкивающих моментов в выдаче орхидеями деток — это не ждать, пока цветонос, который появился из точки роста, закончит свое цветение, ну, как бы, знаете, если мы хотим получить от орхидеи результат, хотим получить детку, то лучше всего этот цветонос обрезать. Вот как на примере хочу вам еще одну орхидею показать, которую мы покупали с вами. Делал я обзор года, наверное, 2-2,5. Ну да, уже получается 2,5 назад в магазине. Те, кто давно смотрит наш канал, те, наверное, помнят. Делал обзор в магазине Оби. И купил, значит, делая обзор, купил две орхидеи. Одну букета пинка, вот эту, до сих пор она не пересажена, за 2999 рублей. По нашим волгоградским ценам это просто бешеная цена. Ну, она цвела вот здесь вот, друзья, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, на 7 цветоносиков вот таких вот коротких, и она была вот таким вот букетом, она просто меня поразила. Но по приезду домой, по осмотру ее, обзору этой орхидеи, я обнаружил, что у этой орхидеи из точки роста растет цветонос, друзья, цветонос. И, значит, после того, значит, как эта орхидея полностью отцвела, я ее не пересаживал, ничего, продолжал ее кормить, стимулировать, ухаживать за ней. Она выдала детку. И вот на ваших глазах сейчас это цветет детка. Да, то есть мы буквально будем на днях с вами эту детку отделять. Вот она сама детка, вот такая вот пристволовая причем. Почти из основания, почти из точки роста растет. То есть здесь вообще сложная история будет. Здесь и старый цветонос из точки роста у этой орхидеи, и детка. То есть вот они почти рядом растут. То есть такая вот история. И детка цветет двумя цветоносами. Вот один уже зацвел. Букета пинка, такой розово-сиреневый цвет с... Видите, вот с таким оранжево-ржавой губой. Ну, она роскошная, друзья, прям. Вот. И второй еще такой вот цветоносик маленький, вот он проявляется. Вот такая вот, друзья, орхидея. И сам процесс ожидания детки занял где-то около года после того, как орхидея закончила свое цветение. Но все-таки все равно, в любом случае, друзья, детка появилась. К чему я это все рассказываю, показываю? К тому, что без физического вмешательства, то есть орхидея цветет, растет, ничего мы не делаем, а детку она может выдать очень-очень даже не скоро, то есть через год, через полтора, через 2 года, но по-любому, вот смысл того, что я рассказываю, по-любому орхидея, ну, наверное, в 95 случаях из 100 обязательно выдаст детку. Другое дело, что ждать не хочется, и чтобы ускорить процесс, конечно, лучше прекратить искусственно цветение орхидеи, убрать из точки роста цветонос и тем самым простимулировать рост и появление деточек. Вот как вот на этом биглипе, которым буквально, вот я же говорю, в прошлом году за считанные дни после удаления цветоносов и пересадки появилась вот эта вот детка, которая активно растет и наращивает свою ботву. В общем, друзья, я специально сегодня снял на эту тему видео.
посмотрев, как цветет роскошно кресс, у меня зачесались руки отрезать этот цветонос, но это уже орхидея не моя, мне не принадлежит. Эту орхидею выиграла зрительница на нашем канале, и дальнейшую судьбу уже она будет решать. И, ну, хотя, может быть, до отправки еще этот кресс и выпустит деточку. Ну, а нам с вами предстоит буквально в ближайшее время срезать у букета пинка, вот у этого букета пинка, вот эту вот с корнями лохматой, это все корни от нее. Ее по-любому надо снимать, потому что корни уже огромные и могут в будущем сыграть злую шутку и не поместиться при пересадке. Поэтому нам нужно будет ее удалять. И нас ждут с вами процедуры по вот этому биглипу элегант Пандоре. Мы будем, наверное, все-таки... Ну, может быть, не будем, но как минимум мы его с вами пересадим, потому что он недавно совсем куплен. У него горшочек торчит над землей. Орхидею надо потрошить, убирать и, в общем-то, пересаживать. А уже в процессе пересадки решим, будем мы с вами срезать. Руки как-то, вот знаете, не особо чешутся, но не поднимаются, друзья. Удалить цветонос. Но чего не скажешь, вот когда я срезал у венецианского карнавала, и буквально раз появилась детка. Сейчас можем наблюдать и из точки роста вот этот цветонос, и цветонос от появившейся детки. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, и не бросайте и не отказывайтесь от орхидей, у которых растут цветоносы из точки роста. Будущее у них очень даже хорошая, нормальная. Всем пока.